Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для восходящих рыб, мои дорогие друзья. Если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает рыб в апреле 2026 года. Первое событие апрельское 2 числа в вашем седьмом доме гороскопа будет полнолуние. Седьмой дом — это дом брака, партнерства, дом личной жизни, команды. И в полнолуние в седьмом доме гороскопа может означать завершение какого-то процесса, связанного с личной жизнью, либо с командой. Это может быть выход из какой-то команды, либо переход из какой-то команды в другую команду. Это может быть смена статуса в отношениях, либо может быть у ваших партнеров завершение какого-то процесса. Допустим, муж там на работе, что-то у него изменилось, или у жены там какой-то процесс меняется и так далее. Но тема личной жизни будет активна у вас в этот период времени, потому что со 2 апреля по 11 мая в ваш первый дом гороскопа заходит Марс. Марс, конечно, будет идти по первому дому тела, но он аспектирует у нас седьмой дом партнерства, брака и личной жизни, поэтому и перемены в партнерстве тоже может давать. Но в первую очередь, когда Марс идет по первому дому гороскопа, планета колющих, режущих предметов, огня, пара, оружия, это период, когда мы можем ходить в поликлинике, допустим, сдавать кровь, сдавать анализы. Помимо этого пирсинги, татуировки, может быть желание по транзиту Марса по первому дому гороскопа, но избегать травмоопасных видов деятельности, экстремальных видов спорта в такие транзиты, это просто обязательно. Но в целом Марс указывает на вложение денег в себя, в свою внешность, в свою какую-то, может быть, самооценку. Также может быть так, что отец, учитель, руководители могут давать вам советы, как-то влиять на вас в этот период времени. И, может быть, даже ваша внешность может меняться от того, какой вам совет дадут, то есть какое-то пристальное внимание. Еще транзит Марса по первому дому гороскопа — это период, когда вас очень сильно могут заинтересовать вопросы недвижимости, земли, выбора земли, покупки земли и все в таком роде. Потом с 10 апреля по 30 апреля в ваш первый дом гороскопа заходит Меркурий. И транзит Меркурия по первому дому гороскопа — это такой период, когда очень много разговоров про вас. Вам, может быть, нужно про себя рассказывать. Это бывает, когда мы, допустим, ходим на собеседование, ходим, ищем работу, про себя где-то рассказываем. Но также это бывает, когда в целом в нашей жизни что-то происходит очень активное, и нам нужно рассказывать, допустим, родственникам, делиться какой-то информацией, делиться какими-то вещами. Помимо этого, транзит Меркурия по первому дому гороскопа может давать еще и обмеры, замеры себя. То есть, опять же, тоже вот это вот внимание к тому, что я из себя сейчас представляю, что с моим телом, что с моей внешностью. То есть, как бы такой анализ. Также с вами может кто-то настойчиво пытаться познакомиться. И еще Меркурий точно так же указывает, что и мама может на вас влиять. Вообще у рыб вот такой период апрель, когда очень сильно, особенно если это возможно, вы еще в таком возрасте, когда это возможно, могут на вас очень сильно влиять, давить родители, чего-то от вас хотеть, допустим, там как-то настаивать, какое-то свое решение на вас навешивать. Вот очень сильное взаимодействие может быть с родителями. Но и
По отдельности тоже, если родители, допустим, не вместе, но и по отдельности мама может как-то на вас влиять, и папа на вас как-то может влиять. Вот оба могут тоже вот как-то на вас влиять или одновременно, либо каждый по отдельности, но будет вот это взаимодействие и то, что родители хотят чего-то от вас получить. С 14 апреля по 15 мая в ваш второй дом гороскопа зайдет Солнце. И тоже Солнце проясняет какую-то ситуацию, связанную с родителями, но и с ресурсами, с деньгами, с вашим языковым разнообразием, можно сказать, с вашей речью, допустим, тоже. Транзит Солнца по второму дому гороскопа может указывать на какие-то кредитные, долговые, заемные средства, на лечение зубов, зрения, все, что на лице у нас находится. Но еще транзит Солнца по второму дому гороскопа — это период повышения иммунитета, возможно, принимать витамины, пить витамины. И очень часто, когда Солнце идет по второму дому гороскопа, может быть такое, что деньги жгут ляжку, желание потратить деньги на какую-то статусную вещь, купить то, что себе обычно вы не позволяете, не покупаете. И Солнце у нас в Овне в очень сильном для себя положении. Это что-то вот, что бы вы мне ни говорили, я хочу это и куплю, и что бы вы мне ни говорили, я все равно это сделаю. Вот такая вот это может быть история, когда все могут вас отговаривать, а вы идете и покупаете то, что вы обычно себе не покупаете. Для кого-то это машина, для кого-то это дорогая сумочка, для кого-то это квартира, для кого-то это какая-то поездка, у каждого свое, но какая-то трата денег на статусность. А 17 апреля будет новолуние в вашем втором доме гороскопа. Новолуние во втором доме гороскопа для тех, кто ищет работу, это хороший период, потому что означает появление нового источника дохода и, может быть, новой работы, либо какая-то выплата, какая-то премия, повышение заработной платы, какая-то крупная покупка, что-то новое в родительской семье, что-то новое связанное со вторым домом гороскопа, то есть с языками, которые вы знаете, с вашими ресурсами. Могут быть, допустим, приехали к вам витамины откуда-то из-за границы. Это все по новолунию во втором доме. И с 19 апреля по 14 мая по вашему третьему дому гороскопа пойдет Венера. Венера в третьем доме гороскопа указывает на то, что тут есть несколько таких историй. Во-первых, как будто бы проясняется что-то, становится понятно про деньги, какая-то новость, какая-то информация, которая была скрыта про деньги, про партнерство, про ваших партнеров, а может быть про автомобиль, который у вас есть, либо какой-то транспорт, который у вас есть, может быть про ваши украшения, которые у вас есть, либо про ваших партнеров, мужа, жену, парня, девушку. Новость какая-то, то есть это не обязательно плохая, не обязательно хорошая, просто какая-то новость, которая была скрыта, либо что-то вы ждали, и она внезапно приходит. Но в целом транзит Венеры по третьему дому гороскопа — это еще период для хобби, для творчества какого-то, рукоделия именно, для того, чтобы что-то в соцсетях, например, заниматься каким-то дизайном, какой-то фотографией, творчеством, с друзьями, может быть, тоже каким-то творчеством заниматься, налаживать отношения с друзьями, с братьями и сестрами. То есть такое благоприятное что-то, флирт в соцсетях, флирт в командировках, в поездках и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.